Эту историю рассказал старый егерь Иван Петрович, который проработал в тайге больше 40 лет. Он привык, что в лесу все подчиняется строгим законам природы, но один случай заставил его по-другому взглянуть на диких зверей. Был конец октября. Петровичу нужно было проверить дальний кордон перед первыми серьезными заморозками. Путь лежал через старый горельник, место глухое и неуютное. На середине тропы он внезапно остановился. Прямо перед ним, метров в 20, стоял крупный матерый волк. Егерь медленно снял с плеча карабин, но стрелять не спешил. Поведение зверя было странным. Волк не скалился, не прижимал уши и не готовился к прыжку. Он просто стоял на узкой тропе, перегородив проход, и смотрел егерю прямо в глаза. Когда Петрович попробовал обойти его по кустам, волк тут же переместился, снова встав на пути. Он издал короткий глухой звук, похожий на стон, и сделал несколько шагов в сторону глубокого оврага, затем обернулся. Так повторилось трижды. Егерь понял. Зверь не охотится, он целенаправленно ведет его за собой. Петрович, держа оружие наготове, пошел за волком. Они спустились к самому дну оврага, где когда-то была стоянка геологов. Там осталась старая смотровая яма, которую за годы забросало ветками и листвой. Волк остановился у самого края и замер. Егерь подошел ближе и заглянул внутрь. На дне ямы, глубиной больше 2 метров, находился молодой волчонок. По всей видимости, он провалился туда несколько дней назад. Стены ямы были отвесными и осыпались. Выбраться самостоятельно животное не могло. Рядом лежала обглоданная кость. Старый волк все это время подкармливал детеныша, но вытащить его не мог. Старик быстро оценил ситуацию. Он нашел длинную, толстую валежину, спустил ее в яму под наклоном и отошел в сторону. Волк все это время сидел неподалеку, не сводя глаз с человека. Прошло несколько минут, прежде чем волчонок сообразил, что делать. С трудом цепляясь когтями за кору, он выбрался наверх. Оказавшись на свободе, он тут же прижался к боку взрослого зверя. Старый волк еще раз посмотрел на егеря, долго, внимательно, и коротко кивнул головой. После этого оба зверя бесшумно скрылись в зарослях. Петрович остался один. Он закурил, посмотрел на свои руки и заметил, что они слегка дрожат. За 40 лет службы он видел в лесу все, но никогда не думал, что хищник способен прийти к человеку за помощью, понимая, что это единственный шанс спасти своего сородича. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.